Объявляется День добрых дел. Один мой коллега, который снимает невероятные ролики тоже по теме такси, с пассажирами, пранки, свидания знакомств с горячими девушками. У него есть мечта. 100 тысяч подписчиков и серебряная кнопочка. Давайте поможем ему сегодня, в этот день, добрых дел. Поэтому переходи по ссылке в описании. Макс Таксистские истории. Подписывайся, ставь колокольчик. Пиши комментарии, лайки, и давайте поможем ему осуществить его маленькую, но очень нужную и важную мечту. Спасибо. Блин, ну ты стоял, ехал и остановился. Чего остановился-то? Люди на морозе начинают себя странно вести очень. Добрый. Степан Разин, да? Садитесь, ага. Здравствуйте. Люди на арендованных каршеринговых машинах и в мороз себя ведут максимально странно, ну ладно. Агрессивно, да? То есть, это... Пристегнитесь, пожалуйста. Так скажем, не свое, не жалко. Это да. Так там машина такая проехала, сейчас вся бочина в вмятинах, двери, крылья, все в вмятинах. Вон сколько этих видео, и ужесточают правила этого каршеринга к тому, что садятся, во-первых, не свое, и какие-то, неадекватные, просто там... Молодежи много садится, которых опыта нет. Которые буквально там вчера права получили, а на машину пока еще нет возможности. Так. Что такое? Как там? А что стало-то? Понятно. И что, скорую вызвали? Или что, участковый? Он же сколько там? Ей 8 лет всего лишь. А я понял. Чего сказали? Панадол? Жаропонижающее? Сейчас... Я тебя понял, солнце, давай, сейчас, конечно. Так, нифига себе это. Чего? Все только что было нормально, раз, говорит, у дочки температура внезапно поднялась, говорит, там под 40 вообще. Ничего себе. Врача то есть, она вообще, никакая, 8 лет ребенку 40, если... Человек в возрасте. Да не, это, конечно, еле. Так, и врача. Врач едет, сказали срочно этот панадол принять надо в аптеку. По дороге надо. Давайте заедем, пожалуйста. Мы заедем. Если увидите, тоже скажете. Да. Кстати, вот перед поворотом. Нет, за поворотом должна быть аптека. Вот. У вас все нормально со временем в плане? Не, как со временем? Вы ненадолго же, я так понимаю. Да, в аптеку купить. Дети это святое. Да. Тем более с пандемией, с этой, неизвестно что, как. Даже страшно с ребенком выходить гулять. Да, вон аптека, я вижу, да. Да, вот. Сейчас, точнее, вон, напротив креста. Я остановлюсь вот здесь вот. Да, сейчас. Нет, лучше за перекрестком. Сейчас я быстро. Давайте. Панадол даже, я сказал? Да, панадол. Для детей, наверное, детский панадол, наверное, вам нужен. Жаропонижающий панадол. Детский, да. Все, едем. Где панадол-то?
Нету, у них нету вообще панадола, но она мне сказала, что врач сказал именно панадол этот взять, потому что он при такой вот температуре, это экстренный, так скажем. Ну, давайте там еще в аптека Врачи будет. сказали, да, пожалуйста, давайте заедем. У вас-то есть дети? Да, двое маленьких тоже. 5 и 8. Как зовут? Алиса и Афина. О, Девочки. так. У вас мальчик, а у вас девочка, да? Да, девочка. Аня зовут. 8 лет. Так что правильно вы то, что подметили, детский надо спросить. Да. Известно там. Не, у взрослых дозировка большая вообще, детский панадол. Там после 12 лет взрослый, а до 12 детский. Но сейчас вообще на самом деле у меня вокруг очень много людей болеет. Прям, не знаю, мне проще сказать, кто не болеет, именно коронавирус. И у кого-то полегче, у кого-то потяжелее происходит все. Но в целом ситуация очень хреновая. И слава богу, вроде как дети не сильно, немного детей болеет. Но все равно лучше перестраховаться, если еще высокая температура. 100% вам нужно врача вызывать. Как хотите, делайте. Платного, бесплатного. Надо вызвать, потому что, можно правофри, скажем так, пропустить эту всю историю, и будет потом немного поздно. По поводу коронавируса у меня было только на слуху и по телевизору. Да. А тут просто хорошая моя знакомая, там школьная, значит, встретились, грустно, что случилось. Говорит, что похоронила недавно отца. Значит, на фоне коронавируса, у него вообще рак был. Он проходил химиотерапию в какой-то больнице. Вы прекрасно уже наслышаны, что сколько-то больниц переквалифицировали в коронавирус. В закрытый режим. И из-за этого он пропустил 2 месяца химии. И все. На этом фоне все. Больше нет человека. Аптека, я смотрю, здесь за углом есть. Там просто нет аптек. Да. А под подозрением он уехал на коронавирус, и там даже целый этаж перекрыли. То есть, там как типа общаги было, что-то такое. То есть, закрыто все это. С доступом, неизвестно, где он там гуляет. В общем. И в итоге что случилось с человеком? Все, умер. Умер? Да, с подозрением уехал, то есть его там осматривали, а до этого 2 месяца химиотерапии пропустил. И это, я так и не понял, не корона точно, то есть у него начальная какая-то стадия, я так понимаю, что-то была. Но я к тому, что его, так скажем, закрыли там, я не знаю, в палате, никуда ничего, все, про рак забыли, и вот с короной этой. Вообще с сопутствующими такими тяжелыми заболеваниями, если Да, то есть там иммунитет и так конечно, уже не очень. Да вообще нет. Тем более при раке. Да, конечно. Это уже все. То есть, сидеть дома и никуда не вылезать. Я знаю, там во дворах аптека за домом. Я остановлюсь. Да, и как раз за остановкой. Почти там приехали уже. Вон, в крестик. Да. Спасибо, что это. Да, чего. Сейчас я остановлюсь. Проеду чуть вперед, ладно? Да? Здесь аптека, в смысле, здесь остановка. Все, я сейчас давайте. Вот так вот, да? Блин. Веришь ты, не веришь в эту историю про коронавирус? Но я говорю, у меня вот сейчас, история там с ребенком, с этим, с раковым. У меня знакомые болеют столько вокруг, что просто пипец какой-то. Все это как
всегда. Что случилось? Да сдачи с 5 нет. А по карте? Да на карте нету. Я уже все уже вывел. Мы уже приехали, блин, срочно надо. Я не знаю, просто... Ну ладно, давайте, я понял. Со временем. Да, со временем, нет, да? нет, ладно, у меня сейчас. Так-то домой зайду, там, ну... Да, сможем, да? Мелкие найдутся. Есть? Ну или в магазин там дальше заедем, потом разменяем. Так, а сколько денег-то надо? 400 рублей, да, ровно. У меня мелких нет, у меня вот есть косарь. Ну, то есть мы точно, да, поднимемся, Ну, вы мне... Да, с дорогой и все это. Хорошо. Этот же с дорогой, там же, да, 300 рублей, где-то, да. Все, из-за 298. неудобства я вам тот же косарь вынесу. Даже чтобы это не было, так скажем, знаете, много ситуаций было. У меня их очень много было. Чтобы вы не нервничали. Так, все, сейчас. Вот, ключ от машины. Оставлю сейчас. Ну, Хорошо, я же не против. так скажем. Я только за. Все, спасибо большое вам. Блин, у меня нос чешется всегда, когда я маску одеваю на нос. Не знаю, у кого-нибудь чешется нос? У меня постоянно. То ли это... Не могу понять, почему. Вот одеваю вот так, начинает люто чесаться нос. Последнее время только. Вот так еще понятно, что так не нужно ее носить, надо носить ее вот так. Но у меня периодически долго, когда работаю, мне невозможно, чешется нос. Напишите, у кого нормально протекает. Я думаю, вот кто сравнивал, я еще не покупал многоразовые маски из хлопка, да, из другого материала. В них тоже чешется нос? Или в них меньше чешется нос, чем вот в таких одноразовых? Напишите, пожалуйста, мне просто очень интересно. А есть еще маски такие, знаете, дорогие, типа Xiaomi с вентиляцией, такие там 500-1000 рублей. Вот может кто-нибудь такой пользуется? Напишите, она внятнее, чем вот такая или нет. И еще борода у меня чешется под маской. Ну, короче, я чесоточный, походу, какой-то. Я на самом деле у меня тоже маски закончились. Одна маска осталась. Иду-ка я маски все куплю, пока он там в очереди стоит. Один здесь. Вот я еблан! Бля! Маски я не купил. Отгадайте почему? Потому что не было настроения. Когда я в этой аптеке не нашел своего нового... Блять! Ключ. Ну, понятно, короче. Ключ, даже непонятно от чего. А Kia написано. Ну, блядь, я думаю, что Kia уже... Нахуй его. Что я могу сказать? Так, надо закрыть поездку. Надо закрыть поездку и расписаться в очередной раз. Какой я, мать его, лошара, а? Бля, все потому, что у самого есть дети. Вот такое сентиментальное чмо. Повелся, дал косарь, довез за 3 сотки. Итого минус 1300 рублей. Да напишите, что я
дебил. Я не спорю, я дебил. Если бы мне жена рассказала эту историю, я бы сказал, ты, жена, дебил, потому что тебя развели как дебилку. Ты просто взяла, сопли распустила и вошла глубоко в ненужное положение. Да, вот как после этого найти в себе силы доверять людям? Вот я реально не понимаю. Я уже говорил это неоднократно. Я после работы в такси, в любой компании, всех новых людей, сука, начинаю подозревать во всякой мути. Мне так тяжело просто, вот знаете, ну вот. Особенно, когда есть, ну, там, например, я чувствую, что я должен помочь кому-то, там, дать денег в долг или там что-то еще. И когда начинают рассказывать жалостливые какие-то истории или просто не жалостливые, ну, какие-то вот истории, я начинаю через призму такого скепсиса смотреть на это. И я думаю, неужели я такой мудила бесчувственный, бля? Вот, пожалуйста, садится человек, меня разводит, я чуть бдительность притупил. Хабана! Минус косарь 300. Как много нам открытий чудных готовит просвещение дух. Говоря современным языком, век живи, век учись. И не будь долбоебом, как я.